Здравия вам и роду вашему. Хорошего вам приятного дня и ласкового солнца. Итак, сейчас как никогда важно сохранять в душе своей, не давать выбить себя из равновесия, излучать радость, веселье, счастье. Сложно? Отнюдь. Это естественное состояние вашей души и тела. Нужно это осознать и найти ту кнопочку, которая включает это. Сегодня мы займемся давлением. Что это? Что такое давление? Это древняя практика. Медитация погружения в мир изначальный. Дыв– это изначальное море, в котором вроде и нет ничего, однако оттуда все появляется. Зачем туда погружаться? Во-первых, когда наше сознание туда погружается, то освобождается от накопленных стрессов, зажатостей, блоков. Потому как с этим грузом туда не опуститься. Вот по мере погружения все это как лишний груз, балласт, пыль, грязь просто отваливается от вас. А, как вы знаете, стрессы и блоки являются причинами всех ваших заболеваний, нарушений и проблем. Согласны? Ну а во-вторых, когда вы погружаетесь в дыв, то часть вашего сознания остается здесь, в яве. И таким образом рамки восприятия вашего сознания расширяются. Ваше сознание становится шире, шире, шире и шире. Вы же хотите расширить свое сознание? Хотите расширить свое мировосприятие? В-третьих, погрузившись в дыв, если вы погружаетесь с открытыми глазами, вы продолжаете видеть мир явный, окружающий вас, людей, предметы, пространство. Поэтому вы начинаете смотреть на предмет сразу с двух сторон. Со стороны материальной, со стороны формы, внешней стороны и со стороны сути, содержания. Вы начинаете ощущать, чем наполнен тот или иной человек, предмет или пространство. Вы ведь хотели ощущать, какой силой наполнен тот или иной предмет? Что внутри у человека, которого вы видите? Хотите? Ну тогда вперед. И, кстати, осознайте, что вот этот дыв – это непроявленное поле, единое поле сознательного разума. О нем говорят даже современные ученые. Из этого поля каждый момент времени появляется бесконечное количество частиц, и каждый момент времени туда погружается бесконечное количество частиц. Оттуда появляется все, и мы оттуда можем черпать знания, силы, энергию, что угодно, и информацию. Итак, сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдох и выдох. С каждым выдохом выпускайте из себя все лишнее, все мысли, напряжение. Просто выдохните. Смотрите перед собой и разрешите своему взгляду расфокусироваться. Разрешите своему взгляду разбежаться по пространству. Так, что вы вроде бы смотрите впереди себя, и в то же время ваш взгляд не фокусируется ни на чем конкретно. И вот теперь разрешайте своему взгляду расфокусироваться еще больше, еще больше. Вы
как будто погружаетесь внутрь этого пространства. Пространство как будто раскрывается перед вами, и вы начинаете растекаться по нему, растворяться. Растворяетесь в пространстве. Вы растворяетесь в пространстве все больше и больше. Вы чувствуете, как вы погружаетесь внутрь этого пространства глубже и глубже. Какая-то часть остается здесь, в мире яви, однако вы одновременно с этим ощущаете, как вы погружаетесь вглубь этого пространства. В какой-то момент вы можете просто увидеть, как окружающая действительность начинает рассыпаться. Рассыпаться как мозаика или просто стекает струями вниз, начинает растекаться. Вы можете попробовать погрузиться в дым, как погружались казаки-характерники. Представьте, что вы сидите в степи. Перед вами раскрывается бескрайная степь. И вот ваш глаз, ваш взгляд пытается хоть за что-то зацепиться. А эта бескрайняя степь тянется до самого горизонта. И вот ваш взгляд пытается заглянуть за горизонт. Вы пытаетесь вглядеться в горизонт все больше и больше и пытаетесь заглянуть за него. И таким образом устремляетесь туда, за горизонт, все дальше и дальше. И вот когда ваше внимание убежало туда, далеко за горизонт, в какой-то момент вы продолжаете смотреть на линию горизонта, за горизонт, и в то же время внутренним своим взглядом опускаетесь вниз. Сперва под линию своего взгляда, под линию горизонта, и опускаетесь вниз, и вы чувствуете, как ваше внимание как будто проваливается вглубь земли, вглубь пространства. Разрешите себе погрузиться в дым глубже и глубже. И чем глубже погружаетесь туда, в дым, тем больше вы можете задуматься о том, что бы вы хотели получить там в дыве, какую подсказку, какой ответ, какую информацию, какую энергию. Погружайтесь глубже и глубже. Разрешите себе чувствовать себя одновременно и там, и здесь. Почувствуйте, как часть вашего сознания глубоко-глубоко там, в дыве, и погружается все глубже и глубже. А другая часть здесь, через ваши глаза, смотрит на окружающее пространство. И вот вы так без усилий, спокойно, легко, не фокусируя свой взгляд, переведите свой взгляд на какой-то предмет или просто посмотрите на пространство, которое перед вами, или на человека. И вот посмотрите так вот без усилия, сперва на что-то одно, потом на что-то другое, и вы почувствуете разницу своих ощущений. Вы почувствуете, как отличается ощущение, когда вы смотрите на что-то одно и смотрите на что-то другое. Посмотрите на пространство перед собой.
И вы почувствуете, чем наполнено это пространство. Это чудесное ощущение. Смотрите и наслаждайтесь. Если вы эту практику будете практиковать каждый день, хотя бы по несколько минут, то таким образом вы будете день за днем расширять свое восприятие мира, расширять свое сознание. И день за днем у вас будет вырабатываться привычка смотреть одновременно на вещи с внешней стороны, здесь, в явном мире, и с внутренней стороны. Отсюда ж и украинское слово «дивитися», то есть слово «смотреть», я дивлюся, и я смотрю. Можно глядеть, глядеть есть в русском языке, есть в украинском. А есть в украинском языке еще слово «дивитися». Вот слово «дивитися», вот это как раз и смотреть и внутренним, и внешним взглядом, чувствуя, чем наполнено пространство, человек, предмет, и одновременно видеть форму. Идеально это делать 2 раза в день по 20 минут. Однако лучше делайте по минутке, 2-3, так, как вам комфортно, так, как вам легко. Постепенно ваш мозг будет к этому привыкать, и время будет увеличиваться. И вы тогда сможете постепенно дольше пребывать в этой практике. Постепенно у вас выработается привычка, и тогда вы сможете, практически не задумываясь, на автомате, вы будете идти по улице и ощущать одновременно внешнюю форму и внутреннее содержание. Практикуйте. Тренируйтесь. И радуйте меня своими успехами. Буду рад ответить на ваши вопросы. Пишите вопросы в комментариях. До скорых встреч!